Приветствую вас, мои дорогие, на канале Ева Оракул и Таро. И сегодня у нас в гостях Майкл Джексон, сильные стороны известных людей. И сегодня мы будем с вами разбирать сильные стороны Майкла Джексона, легенды, прекрасного исполнителя, которого знают все, на песнях, на которых мы все выросли, все которых мы до сих пор, когда слышим, мы не можем устоять на месте. Давайте посмотрим его самые сильные стороны. Интересно, на него вышла колода сегодня Modern Witch. Кстати, посмотрите, тут у меня такая темнокожая девушка. Именно эта колода пришла на него. Вот. Такая немножко в стиле поп-арт, что ли. Ну что, давайте смотреть. Знаете, только настраиваюсь на него. Такая идет, такая, знаете, вот энергия такого, знаете, человека. Вот, и тут такая вот у меня скульптура позади. Энергия прорыва. То есть, знаете, вот очень многие люди, когда сталкиваются с какими-то сложностями, с какой-то борьбой, сразу же карты подтверждают, видите? Многие люди, когда сталкиваются с какой-то борьбой по жизни, с какими-то сложностями, с преодолениями, их кто-то, не знаю, там слово гнобит идет, ну, то есть не дает им развиваться, перекрывает им пути, унижает и так далее, да. То есть есть люди, которые сдаются, уходят в жертву, и у них растет, допустим, какая-то агрессия внутри. Они в этой борьбе застают на годы, иногда на всю жизнь в этих обидах. Этот человек, вот мне идет, что самая сильная сторона Майкла Джексона вообще из всех, мы сегодня, знаешь, посмотрим такие топ-3, скажем так, сильные стороны. Так вот, самая первая сильная сторона его, что человек, который не затаивал обиду, то есть он, его свет любви такой, знаете, вот прямо вот здесь эта карта очень хорошо объясняет, такой струится через него поток воды. И я здесь, кстати, записываю, здесь ручейки есть. То есть через человека всегда струился поток света и любви такой, что как бы вот эти вот все какие-то вокруг вещи, темные, негативные, они даже и немножечко им воспринимались как возможность немножечко раскачать себя и усилить свой свет. То есть как бы ему не было внутри тяжело, как бы у него не были какие разбитые чувства сердца, вот мне слово унижение идет, почему-то очень много слова унижение идет из потока, несправедливость, унижение, обесценивание. То есть вот когда идут такие слова, понимаете, вот все равно внутри оставался свет и вера в любовь, вера в свет, вера в то, что мне нужно прийти. Это даже такая не вера, понимаете, это структура человека. У него, если люди, многие работают над этим, следят за этим, стараются, то самая сильная сторона Майкла Джексона, что он был человеком, по сути, через которого струился этот свет, и сложные ситуации, они только усиливают этот свет. Вы знаете, настоящему сильные светлые люди, когда они сталкиваются с темным, их свет только становится ярче, понимаете? Вот он такой человек, он звезда, поэтому он стал звездой, понимаете? Сейчас на него, конечно же, выйдет, но жизнь у него была очень сложная, понимаете? Жизнь у него была очень сложная, он очень часто был таким человеком, и поэтому у него, даже сколько песен у него таких есть, да, которые, треков, слов, когда о том, как мир несправедлив, понимаете, но он был такой вот солнышко. Вот это, кстати, ну, посмотрите на эту карту. Я же говорю, что он был солнышко. То есть он солнышко, поэтому мы любим его музыку, поэтому под него танцуют, поэтому до сих пор там мюзиклы есть. Про него снимают фильмы. И вот мы сейчас делаем с вами про него расклад. Понимаете, это такое вот несгибаемое солнышко. Что бы там внутри, какие ветра ни дули, что бы ни происходило, у него есть своя миссия, он несет этот свет. И это не решение, это не выбор, это суть. Это его сущность, это его как бы природа, понимаете? Там не нужно ничего было себе это как-то придумывать. Вот эта чистота ребенка, этот свет, он всегда был внутри, понимаете? И не зря выходит здесь эта карта, все-таки очень, очень старая душа. Я всегда стараюсь смотреть это на раскладах. Очень-очень-очень старая душа. Очень старая душа, которая попала под уроки, которые часто проходят молодые души. Знаете, вот старая душа попала под уроки, которые часто попадают молодые души, для того, чтобы, знаете, такой какой-то пример показать, как ты как-то преодолеваешь. И поэтому вот я смотрю, поэтому для него все, что как бы было, не то, что является как бы нормой, но он как бы уже это видел, понимаете, он уже видел в прошлых воплощениях, как может быть несправедливо, как может быть больно,
и как люди могут поступать. Поэтому его душа всегда внутри, в подсознании, у него всегда было понимание, что свет всегда победит. Я всегда выйду к свету. Хотя эмоциональное состояние у него всю жизнь было, знаете, он вообще, в принципе, вот я смотрю, Майкл Джексон очень такой светлый, такой, знаете, он как такой светлый, добрый ребенок, светлый такой наивный ребенок. Вот он такой ребенок внутри, он такой нежный. У него внутри такая просто... Вот у меня такое ощущение, что, представьте, здесь такая лошадь, большая скульптура, такое ощущение, что ты ее прикоснешься, как будто бы она стеклянная. Вот это, кстати, и лошадь, она с этой скульптурой сегодня дает ощущение, что она стеклянная. Потому что он такой вроде мощный, огромный, но на самом деле он как стеклянный, он очень хрупкий, хрупкая натура. Вообще вот очень многие старые души, они на самом деле, хотя они большой опыт, они очень сильные и могучие, но на самом деле они в то же время очень хрупкие. И эта хрупкость является их уникальностью, их как раз отражением их внутренней мощи. То есть они могут оставаться очень хрупкими, очень чувствительными, но при этом очень мощными, понимаете? Вот это он. Вот он такая душа, вот он такой был человек, и это его самое сильное качество, вот это струящийся свет сквозь что угодно, понимаете, выходит вот сразу же карта Маг. Потому что выходит такое ощущение, что у него... сейчас я вам объясню, что идет. Да, такой, знаете, вот, во-первых, все выходят снова старшие арканы. Ну, все арканы старшие выходят. Понимаете, все старшие арканы на него выходят. Пожалуйста. Все старшие арканы. Вот это вот старшие арканы на Майкла Джексона, понимаете? Я люблю собирать такие. Вот это на него. Настолько мощная энергетика, которая всегда вот этим лучом света прорывалась вперед. И когда, вы знаете, вот я смотрю, там вот есть люди, которые мечтают стать звездой, мечтают стать звездами. В глубине души это просто огромный луч света, огромный поток энергии, который просто ищет выход, у которого нету конкретной формы, а как я, что там хочу и как. Это просто постоянный, знаете, такой флоу, это прям такой стрим энергии, который просто идет этим путем. И его невозможно остановить, понимаете? Вот это вот самая сильная его сторона. То есть он не откажется ни от своего пути, то есть что бы ни происходило, потому что уже старая душа знает, какие могут быть препятствия на пути, что нужно просто продолжать двигаться. То есть это человек, который благодаря своему творчеству, благодаря своей энергии, благодаря своим способностям, талантам, он постоянно двигался вперед. Он старался не обращать внимания на весь тот мрак. Он понимал, что если он завязнет в этом мраке, если он будет это пускать очень глубоко внутрь себя и жить этим, то он не сможет двигаться вперед. А для него вот движение, проявление себя, вот это раскрытие себя, это настолько важно, понимаете? Вот я никак не могу назвать, кроме как такой хрусталь. Венецианское такое стекло мне идет такой образ. Что-то очень нежное, что очень легко, хрупкое, очень легко задеть, очень легко обидеть, понимаете? Очень легко раздавить, очень легко сломать и разбить. Кстати, все время на него почему-то выходит карта двойка пентаклей. Ну, сейчас мы посмотрим про сильные стороны. Карты тут сегодня улетают. Что там улетает? Луна. Понимаете, вот в сложные моменты, как бы ему не было сложно, потому что очень часто вот он, понимаете, вот он ничего не остается, кроме как сбежать внутрь себя, понимаете, вот такое состояние. И это его сильная сторона, что человек, вы знаете, вот я не вижу вообще никакой доли агрессии, такой обиды. То есть это вот, неужели маленькие дети, вот знаете, как маленькие дети, они не могут, они настолько чисты, у них, они могут обижаться, научиться только у взрослых механизмом. Вот у него не было даже вот этого механизма, у него было настолько такое, вот знаете, даже если он мог говорить словами, что я на кого-то злился, обиделся, кто-то мне что-то не так сделал, что-то в моей жизни не так, что не так произошло, но в глубине души всегда была только благодарность и только свет, понимаете? То есть он никогда не шел в энергии, что я там, я же говорю, но многие могли так это видеть. Кстати, его так многие могли воспринимать. Но я смотрю, вот внутри его самая сильная сторона, что как бы это ни могло видеться, смотреться со стороны, как бы это ни воспринималось, и как бы даже это для него самого в уме не выглядело, внутри, на душе у этого человека всегда был свет и благодарность.
Это его самая сильная сторона. Поэтому этот человек стал, у него появилась возможность прикоснуться к миллиардам людей. Именно благодаря этому свету, понимаете? Давайте дальше смотреть. Сильная сторона. Ну вот сильная сторона, понимаете, он как ребенок. Он не зря выходит двойка пентаклей. Он такой немножко как ребенок все время, понимаете? Так, сям, то сям, то сям. Очень такой, знаете, вот у него такая очень непосредственная всегда была энергия. То есть сколько ему не было лет, он через всю жизнь проносил вот это вот состояние немножко такого, знаете, вот, вот он мог как бы настроение меняться, он мог там и какие-то свои планы менять, какие-то цели. Вот как ребенок, вот он непосредственный, понимаете, такой очень был. У него очень такая, знаете, светлая душа. Ну, не знаю, очень-очень классно, девочки. Такая классная у него энергия. Вообще у него много сильных качеств, но вот мне почему-то идет, что вот 3 главных качества. Вот это вот пропускание света, независимости, что там происходит. Это вообще не важно. И самое главное, чем даже больше, чем темнее вокруг, тем ярче будет мой свет, понимаете? Вот такое идет. Ну и второе, то, что, конечно, вот я уже сказала, да, что сейчас уже следующее будет, да, ну, про ребенка, то, что я сказала, то есть действительно очень такая была классная, непосредственная детская энергия, когда ты даже не можешь на человека как-то, ну вот как сказать, ты не можешь в нем увидеть ничего плохого, как бы ты ни хотел, потому что ты сердцем чувствуешь этот свет от другого человека. Ну а так нужно понять, что человек проживал, как мы все проживаем земные воплощения, у всех есть свои ошибки, взлеты и падения, понимаете? Но внутри это вот такой вот, понимаете, такой очень-очень светлый непосредственный ребенок. Следующая карта, на него выходит колесо фортуны. И это, кстати, уже его следующая сильная сторона. И я бы сказала так, что есть люди, которым для того, чтобы чего-то достичь, нужно, чтобы кто-то их туда провел, чтобы кто-то их, как бы, как, грубо говоря, был их как бы все время такой опорой. То есть это человек, которому, по сути, по себе у него такая, понимаете, такая сильная энергия, такая старая душа, что даже если у него была команда, это группа, поддержка, то есть в какой-то момент у него все равно была потребность вести себя самому, понимаете? То есть я не могу быть ведомым, я не могу быть... как бы быть под кем-то, да, то есть у меня своя такая сила, которую я не могу как бы запрятать внутрь, и я это хочу проявлять в мир. То есть это настолько мощная энергия, которая движет им, и вы знаете, многие музыканты, они там, им нужны там то продюсеры, то все, то все, то есть это по сути, то есть как раз говорит о том, что у них маловато таланта, маловато мощи. То есть в принципе он такой человек, я смотрю, что если бы ему вообще никто не мешал, а просто вот он мог проявлять себя, для него было бы это самое классное, понимаете? Вот я один в поле, я иду, и я делаю, проявляю себя, там, пою, как я хочу, делаю, как я хочу. Вот я просто свободен в этом, да, вот в этой свободе. Для него это идеально. То есть для него окружающие люди, вот в большинстве, это, знаете, он воспринимал очень многих как помеху, а не как возможность, как сказать, усилить его, что ли, понимаете? Потому что он сам может себя усилить, понимаете? Вот такой вот идет момент. Я же говорю, то есть у него внутри есть это стержень, это энергия, ему не нужно какое-то там еще там усиление или еще что-то. Такая классная энергия, знаете, даже про него какой-то расклад сегодня будет очень короткий, мне идет. Ну вот очень король кубков, очень эмоциональная, чувственная натура, человек с большим сердцем, умеющий любить. Знаете, вот он умеющий любить через свое творчество людей. Он вообще, вы знаете, есть люди, которые любят только одного. Вот им нужно, не знаю, там, завести собачку, родить ребенка, кого-то себе выбрать в партнера, выйти замуж, только тогда они узнают, что такое любовь. А есть люди, которые изначально полны любовью, они могут любить дерево, они могут любить собаку, они могут любить ребенка, они могут любить всех детей мира, они могут любить всех людей мира, всех детей мира, всех людей мира и вообще весь мир, понимаете? Вот это такая любовь, всеобъемлющая любовь, понимаете? Но при этом, видите, он здесь в ракушке сидит. Вот он был такой человек, понимаете? У него очень закрытое израненное сердце. И поэтому очень много, кстати, очень много перекрестных мне идет моментов с энергией принцессы Дианы. Посмотрите принцессу Диану. Вот сейчас мне пришло, прям я сейчас говорю это, и очень похожая такая энергия, понимаете? Очень настолько много любви внутри, что она просто бежит у тебя по венам. Она у тебя в каждой клеточке, понимаете? Это любовь к человечеству, к миру, к всему сущему, понимаете? То есть тебе не нужно выбирать какую-то одну цель для любви и ее любить. Нет, ты сам есть любовь, понимаете? Вот как Бог есть любовь, точно так же человек
который находился в таком потоке, как он, да, то есть его творчество, и он сам, вот это «я есть любовь», и я этой любовью как бы обмениваюсь. Я же говорю, это очень, очень мощные такие, знаете, какие-то такие вот, такие вселенские в нем были, да, энергии очень классные. Боже, какой классный расклад. И вы знаете, почему-то так не хочется долго... такое ощущение, что человека, его душу, вообще ему всегда раздражало, что о нем так много говорят, что о нем рассуждают, что там что-то перемывают кости. Мне вот так сейчас идет, что это будет самый короткий расклад. То есть я вижу, что человека очень раздражает, что о нем много говорят, и говорят не всегда хорошее, не говорят, не видят его самые его сильные качества. Люди, вот он сделал столько всего, но люди как будто бы концентрируются и перемывают кости. Вот слово «перемывает кости» идет, понимаете? Вот мне не хочется, чтобы этот расклад, понимаете, воспринимался так. Ему это причиняет очень много боли. Он как настоящий творческий человек очень ранимый, я же говорю, как хрусталь. И ему на самом деле это прям вот до слез. Вот прям я когда сейчас об этом говорю, до слез. Для него это до слез. Для его души это до слез. Поэтому расклад хочется коротко. Вот ты сказала пару слов, все достаточно. Вот надо теперь просто слушать мою музыку. Вот даже, знаете, вы можете не слушать музыку. Помните, как у нас была Земфира? Слушайте мою музыку. Вот у нее был все время от его души посыл. У него живите моей музыкой, двигайтесь. Пусть она даст вам жизнь, пусть она в вас пробудет жизнь и любовь. Понимаете, вот такое идет. Удивительная, очень классная энергия. Но она как вот такого, знаете, очень тонкого человека, его так можно легко расстроить, как будто бы до слез, расслезить. Сразу душа начинает плакать, какого-то малейшей грубости, какого-то негатива, когда люди начинают делать что-то вот такое, понимаете, вот такое. Сразу он такой прям, такая энергия. Кстати, мне писали, девочки, кто оставлял заявку на Майкла Джексона, писали, что там у него, что вышел Netflix, сняли фильм. И я, кстати, вот что ну, во-первых, естественно, всю жизнь я такой вообще меломан, я люблю очень музыку, музыкант, люблю музыку, слушаю. И когда я была в Лондоне, каждый раз, когда я приезжаю, я всегда иду один и тот же мюзикл Майкла Джексона. Обожаю. Но один, кстати, был действительно уникальный, он был там очень много лет назад, около 9 лет назад. И каждый раз, когда я прихожу на новый мюзикл, разочарование, потому что уже не тот танцор, не та постановка. И, конечно, то первое было впечатление, такое ощущение, что ты пришел на живой концерт Майкла Джексона. В общем, завидую тем, кому удалось побывать на его концерте. Оставайтесь в комментариях ваши впечатления. Переходите на мой основной канал Ева Оракул Таро. Здесь будет ссылочка, если вы еще не подписаны. Вот. Ну и пишите в комментариях, кого бы еще из героев вы хотели бы увидеть в моей рубрике «Сильные стороны известных людей». А у нас был Майкл Джексон, талантливейший музыкант. Пойду сейчас послушаю какой-нибудь его трек. Пока. Люблю. До связи.